Как теперь обстоят дела с VR в России? Шлемы больше не продают, а новые не привозят, и заказать тоже нельзя. Теперь придется покупать только на Авито, игры тоже больше не купить? Это получается крах VR в России? Или все не так плохо? Давайте с вами разберемся, что случилось с VR в России и где я пропадал все это время. Дела и так обстояли не совсем хорошо, официальных мест по продаже шлемов по сути не было, из-за этого они стоили целое состояние. Но тем не менее люди их покупали, и интерес к VR рос и даже был больше, чем в некоторых европейских странах. И вот, вроде понемногу ситуация начала налаживаться, как вдруг кое-кто решил, что всем в России скучно живется, и решил устроить... Мною принято решение по проведению специальной военной операции. Сотни разных компаний ушли с российского рынка, кроме Oculus. Его официально и не было, поэтому он никуда не уходил. Некоторые товары стали в большом дефиците, ну а некоторые вообще теперь невозможно найти. Понятное дело, что санкции повлияли на все сферы жизни. Сейчас мы с вами рассмотрим ту часть, которая повлияла именно на VR-индустрию. Начнем с самого устройства виртуальной реальности. Как я теперь понял, Quest 2 в магазинах больше не купить. Нужно будет сильно постараться, чтобы его найти. Если мы говорим про любой VR-шлем, то пока что есть Pico 4, PlayStation VR и куча непонятного хлама. А, вот еще. А, нет, показалось. Хит? Что это? Да, наверное, совсем все плохо. Радует, что хотя бы Pico 4 добрался до розничных магазинов. Да и цена в целом неплохая. Думал, будет намного выше. Пока что он есть, как будут обстоять дела дальше, непонятно. Остается надеяться на вторичный рынок, ведь там-то всегда все есть. Или нет? Я был очень удивлен, не увидев в списке на Авито тех самых людей, которые всегда продавали Quest 2 в заводской пленке, абсолютно новый. Обычно таких объявлений было очень много. Видать, действительно склады опустели. Если покопаться, то можно найти Rift S, Quest 2, Vive Cosmos, но в основном это VR для телефонов. Ситуация на рынке меняется буквально каждый день, обычно не в лучшую сторону, но тем не менее. Вполне возможно, что что-то вернется в продажу, завезут новые партии, да и в целом, возможно, есть еще магазины, где можно купить шлем, особенно в Москве. Если мы говорим о заказе из других стран, то как бы можно, но есть свои нюансы. Заказать, как и раньше, с Амазона и подобных сервисов не получится, карты заблокированы, официальная доставка не осуществляется. Где действительно можно заказать, это AliExpress, но выбор крайне ограничен. Если повезет, можно найти парочку предложений с Quest 2, и то с ценой в 600 евро. Pico 4 будет найти полегче, но предложений тоже немного. Но даже если вам удастся купить новый Quest 2, то нет стопроцентной гарантии, что его получится подключить к аккаунту, настроить, обновить и все подобное. Некоторые магазины в Москве предоставляют такую услугу по подключению. С Pico 4 таких проблем не возникает. Но для Quest 2 нужно будет выделить некую сумму на подключение или попробовать сделать все самому. Опять же, все может поменяться, но последнее время все примерно так. Что касаемо покупки самих игр, в Steam их не купить, в магазине Meta тем более, это если мы говорим про рублевую покупку с российских карт. Есть способы смены региона и оплаты, например, за тенге, турецкую лиру, но для этого нужно оформить онлайн-карту, а такое уже не все банки предоставляют. Там вообще информация может меняться каждый день. Но в магазине Meta практически вообще нет вариантов. Тут хотя бы чтобы просто шлем работал. Будет здорово, если найдется способ, как это можно сделать. Так или иначе, не у всех есть возможность, как и раньше, покупать игры. За время моего отсутствия я узнал про один способ, как можно пополнить свой Steam аккаунт за наличку. В некоторых странах продаются вот такие подарочные карты. Ты их покупаешь в обычном магазине, вводишь код с карты, и твой стимовский кошелек пополняется. Очень жаль, что в России таких карт нет. Даже код с таких карт не активируется. Но для тех, кто не в России и у кого нет банковской карты, это очень может помочь. Да, конечно, в любой момент можно купить игру на торрентах, но буквально с каждым днем это становится сделать все сложнее. Исходя из всего этого, складывается полное ощущение, что VR-комьюнити в России постепенно умирает. У людей элементарно нет возможности выделить деньги на покупку шлема, игр, да и попросту как будто сейчас не до этого. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Спасибо. Но по ощущениям, интерес к VR не пропал, а как будто даже стал еще больше. Многие VR-блогеры увеличили свою аудиторию чуть ли не в 2 раза. VR-клубы и магазины продолжают работать, это очень круто, по крайней мере в Москве.
Что касаемо меня, моя жизнь за этот год кардинально поменялась. Я переехал в другую страну, но не все вещи мог взять с собой, поэтому первые полгода был без компьютера и возможности работать. Когда появился комп, долгое время не было нормального проводного интернета. Теперь более-менее все наладилось, даже получилось привезти свой шлем. За это время вышло столько интересных проектов, да и многие старые игры тоже вполне достойны обзоров. Поэтому роликов на канале планируется очень много. Спасибо, что досмотрели до конца, с вами был GenVR, и помните, что будущее уже наступило. Просто творится какой-то трындец. Скоро увидимся.